Приветствую всех на канале со сложным названием. Компания Weichai Auto выпустила собственный кроссовер под названием U70. Модель будет поставляться в трех вариациях салона – 5, 6 и 7-местном варианте. Бренд давно известен Поднебесной, спонсирует компанию Ferrari на соревнованиях F1 и старается проникать на мировой рынок. При беглом осмотре Weichai U70 сразу понятно, кому пытается составить конкуренцию китайский производитель. Это корейские автомобили, в частности Kia Sorento прошлого поколения и Hyundai Santa Fe. Автомобиль имеет общие черты и силуэты с перечисленными машинами. Переднюю часть выделяет шестиугольная радиаторная решетка с хромовой окантовкой и тремя линиями внутри. На одной из них разместился логотип концерна. На европейских версиях машин здесь красуется эмблема VGV, это дочернее предприятие в Европе. По бокам передка разместились приятные на вид фары, чем-то смахивающие на оптику автомобилей от Mazda. Ниже разместились противотуманки и губа бампера. Сбоку все по классике корейских и европейских автомобилей. Плавно не спадающая назад крыша, спойлер и пластиковые накладки колесных арок. Двери выполнены в своеобразном стиле, они как будто вдавлены в корпус машины по нижней части. На паркетник ставят в зависимости от комплектации 17 катки размерностью 255 на 60 и 18 225 на 55. Второй вариант смотрится получше, в то время как первый немного маловат, но зато машина будет помягче. Задняя часть не менее выразительная. Заходящий назад спойлер делает свое дело и дополняет некой агрессией кормовую часть. Фонари получили стильный дизайн и напомнили чем-то оптику Santa Fe и Sorento прошлых поколений. Багажная дверь имеет угловатые линии, дополняя сложный стиль кормы. В самом низу расположился мощный спойлер, выполненный по обычаю из пластика. Вот только почему-то парктроники разместили высоковато. Будет ли видеть система не столь высокие объекты при парковке, неизвестно. По габаритам данные следующие. Длина паркетника 4806 мм, ширина 1870 мм и высота 1691 мм. Колесная база 2800 мм, а клиренс 200 мм. Багажник позволяет разместить много вещей сзади, так как вмещает при сложенных задних сиденьях 1800 литров баклажи. В бензобак вмещается 55 литров горючки. Интерьер выполнен в приятном стиле с эргономикой на должном уровне. Бросается в глаза снизу скошенный руль с оптимальным количеством кнопок, мультимедийный комплекс, во главе которого стоит 11-дюймовый сенсорный экран, куда выводится навигация, управление музыкой и некоторыми опциями автомобиля. Ниже экрана разместились два ряда кнопок, отвечающих за управление климатом, подогревом и дополнительными опциями. Селектор КПП остался внушительных размеров, в то время как конкуренты перешли на компактные варианты. Кожа на руле дешевенькая, обивка по салону имитирует качественное покрытие с аккуратной строчкой, но на самом деле это недорогой пластик, но с приятным дизайном. Что касается способности замылить глаз покупателю всякими плюшками, китайцы всегда гораздо. Фальшставки под дерево, идеальные линии, все это подкупает. Сиденья выполнены с боковой поддержкой, наличие и возможность выполнять различные регулировки посадочных мест. При взгляде на дверные карты сразу понятно, что шумки здесь нет, поэтому на скорости в 100 км в час будет внутри шумновато. Задние сидушки ничем не выделяются. Оптимально то, что пассажирам будет достаточно места для ног. Комплектуется Weichai U70 единственным бензиновым турбовым мотором на 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и 210 ньютон-метр крутящего момента. Работает он в паре с 6-ступенчатой механикой или 6-скоростным автоматом. Это уже хорошо, поскольку хоть немного, но расход будет меньше. Привод только передний, ручник электрический. Задние и передние тормоза дисковые, но спереди добавили еще и вентиляцию. Подвеска на ведущих колесах представлена стойками Макферсон и торсионкой на вспомогательных. Разгон до 100 км в час занимает 12 секунд, а максимально разогнать кроссовер можно до 175 км в час. Среди комплектаций стоит выделить передние и задние парктроники, датчики контроля давления в шинах, вспомогательные ассистенты по безопасности и комфорту, центральный замок и иммобилайзер, системы ABS, EBD, TCS, ESP, помощь при подъеме и спуске. Стоимость Weichai U70 в Китае стартует с $11 000. Средняя комплектация обойдется в 12
15 тысяч долларов, ну а топ 18 тысяч. Всего производитель предлагает 18 комплектаций. Покупателям будет из чего выбрать. На этом все. Напишите в комментариях, понравился ли вам кроссовер с ценником в 11 тысяч за базу и купили ли бы вы его, если бы Weichai Auto начала поставки в СНГ. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем легких дорог и до скорого!